Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня будем шить, сочинять детское одеяло. Для этого найдем все яркие, красивые ткани. Ребенок начинает познавать мир, ему надо изучать цвета. Приготовим квадраты 15 на 15 сантиметров. У нас в работе будет 3 цветовых группы. Насыщенные темные, средние светлые и нейтральные светло-серые. Равномерно распределим их на 3 кучки. Приступим к выкладыванию узора. Раскладка 7 деталей в 3 ряда. Чередуем светлые и темные квадратики. У нас много деталей, поэтому будем собирать частями. Сначала первые 21 детали, потом остальные. Как сшить все быстро и аккуратно? Сшиваем колонками вертикальными рядами. Сначала соединяем вместе детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой и так далее. При работе за швейной машинкой прошиваем одну деталь за другой. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Закрепки обязательны. Отшитые гирлянды разворачиваем, швы расправляем. Дальше соединяем уже отшитые гирлянды. И получается очень интересная конструкция. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах, и нам остается только прошить по горизонтали. Таким образом мы собираем 3 большие детали, а затем уже сшиваем их в одно полотно. Нам нужен размер 120 на 160 сантиметров. Детское одеяло, чтобы хватало на дошкольника. Размер увеличим за счет каймы. Обошьем со всех сторон синей тканью с тюльпанами. Когда топ готов, начинаем собирать сэндвич. Ткань для обратной стороны, слой синтепона, красивый лоскутный верх. Учтите, что бэк и утеплитель должны быть больше лоскутного верха. Все слои закалываем английскими булавками для пэтчворка. Они изогнутой формы. Свободный край полотна скручиваем в трубочку, чтобы было удобно работать. После этого приступаем к стежке. Сначала прошиваем центральную линию. Строчку поставим декоративную, зигзаг в 3 прокола, трикотажный шов. Он дает плавную изогнутую линию. Когда доходим до конца, нитки отрезаем и следующий шов начинаем тоже с верхнего края. Когда мы прошили полотно в одном направлении, прошиваем в поперечном. И еще один совет. У нас по краям торчит синтепон. Можно его подогнуть внутрь одеяла. Готовое простеганное полотно надо подровнять, отрезать все лишнее, а уже затем обработать края бейкой, прямой полоской ткани шириной 4 см. Сначала пришиваем бейку к лицевой стороне одеяла, затем отгибаем, дважды подгибаем и прошиваем. Куда уходит детство? В какие города? Не дрейф, оно вернется в преклонные года. А у нас готово прелестное детское одеяло. Вот почему детей укрывали лоскутными одеялами. Ведь не только из-за бедности. Дело в том, что яркие лоскутки притягивают к себе взгляд. И таким образом защищали ребенка от пристального внимания окружающих, чтобы не сглазили.
Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на все мои соцсети, чтобы не пропустить новые видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!